Приветствую, друзья! Компания Moondrop не оставляет надежд сделать идеальные студийные наушники в бюджетном сегменте. Модель Joker – это уже вторая ступень после Void, которые, насколько мне известно, так и не поступили в широкую продажу. Коротко, это полноразмерные закрытые наушники, базирующиеся на 50-мм излучателях и имеющие почти хармоновскую настройку. На зарубежных ресурсах мнений о них накопилось много, настало время и нам о них подробно поговорить. Собственно, поехали! Пришла модель в большой черной коробке со схематичным изображением девочки в героях обзора, с заводским графиком АЧХ и списком их технических характеристик, где я отмечу закрытую конструкцию задней крышки и 50-мм динамический излучатель с импедансом в 68 Ом при чувствительности 106 дБ. В комплект нам положили документацию, переходник на 6,35 мм и длинный матерчатый кабель с отдельными коннекторами для левого и правого канала. То есть его, в принципе, можно будет заменить на балансный. По сопротивлению все тоже в порядке. Аппаратура показала его равным 0,4 Ома. Не шик, конечно, но вполне нормальный кабель. Сами наушники, конечно, не так дорого оформлены, как у компании Sivga. Амбушюры на ощупь обычный поролон, две поролоновые вставки сверху, повсеместно использован матовый пластик и, можно сказать, 1,5 степени свободы. По горизонтали наушники отклоняются градусов на 5, а по вертикали, примерно на 30 градусов. Зато нигде ничего не скрипит и особо не болтается. Ухо полностью уходит в чашечку, там не потеет, да и прилегание к голове вполне умеренное. Еще очень понравилось, как здесь реализовано увеличение длины. Прямо крутое ощущение скольжения с приятными механическими щелчками. Пользоваться ими удобно, по весу чуть менее 300 грамм, а длина кабеля позволяет отойти от источника где-то на 1,5 метра. Входа 2, оба снизу, а внешняя часть – это на самом деле крашеный металл. Так что со временем крышка должна получить хипстерские такие текстуры потертости. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас сверхбыстрый, как в игровых решениях, импульс и искажение в пике, достигающие 0,9%, что все еще вписывается в нормативы. Фаза ведет себя естественно, а затухание на 30 и 60 дБ составляют классические уже значения с заметными возмущениями на краях диапазона. Возможно, тут опять же дело в моем далеко не идеальном стенде для измерения полноразмерных наушников. Скоро куплю себе новый. По АЧХ же получившаяся у меня картина намного линейнее и, откровенно говоря, лучше того, что нам приложил производитель. Либо у меня какая-то отредактированная версия, либо я даже не знаю что. Хотя в любом случае саббас здесь немного ослаблен, есть акцент на области разборчивости и немного прибранные по амплитуде верха. Комментариев тут давать не буду, просто приложу оба существующих графика. По подаче же это действительно похоже на студийные мониторы. Звук прямой, нейтральный, плоский, без каких-либо акустических изысков и попытки вас хоть как-нибудь развлечь. В таких реально только работать. Разбирая по частотам, бас здесь быстрый, легко читающийся, но без особого ухода на глубину. Серединка тонкая, пресная и, откровенно говоря, очень скучная. Зато высокие не чувствуются задвинутыми или сильно ослабленными. Ничего особенного там, естественно, тоже нет, но без излишней яркости, рези, песка и других юношеских проблем. Музыка воспринимается на всем доступном диапазоне
диапазоне, нигде ничего не выпирает, да и особо внушительных ям я тоже не слышу. По разрешению это уверенный средний уровень. Сцены рисуются достаточно хорошо, причем как в ширину, так и в глубину. Ну и могу отметить весьма неплохое разделение у инструментов. Для целей нейтрального мониторинга они вполне подойдут и в легкую составят конкуренцию столь же невзрачным Sony MDR-7506, MDR-7510 или Beyerdynamic DT-770 Pro. В этой среде отродясь ничего не было прямо-таки интересного, и традиция, как говорится, не нарушена. По факту это профессиональный инструмент, и этим все сказано. Попробовал, как предлагают зарубежные блогеры, разные источники и усилительные тракты. Разница действительно есть. Максимального эффекта можно добиться при помощи лампы, прямо очень грязного тракта и довольно дорогих сетапов. Последнее можно отместить, так как к бюджетным наушникам дорогой стационарный усилитель мало кто станет покупать. Остается та самая лампа, например, XDU MT602, или бюджетные усилители от AIMA, FX Audio или Fosi Audio. Следовательно, приложив некоторые усилия и смекалку, и из героев обзора можно выжать нечто интересное, но это не то же самое, что изначально хорошие наушники с реально красивым звучанием. По стилистике они подходят практически для всего, но исходя из пресного и откровенно простого характера их звучания, это мало кто оценит. Хотя есть люди, которые прямо ищут для себя наушники с нейтральной мониторной подачей, чтобы как на студии. Вот это именно для них. Есть еще небольшой лайфхак, подсказанный также зарубежными коллегами. Я говорю о банальном использовании эквалайзера. 15 минут времени и звук уже вполне удобоваримый. В исходном же своем состоянии на них реально, друзья, вот только работать. Ну и что также немаловажно, по раскачке им нужен приличный такой усилитель, а значит бюджетные аудиоинтерфейсы типа EMU, Moto, Focusrite и все остальное без соответствующего внешнего блока оказываются за бортом применения. В принципе, какого-то отторжения звук Джокер не вызывает, так что пользоваться ими все-таки можно. Было бы, как говорится, желание. Ближайшее применение — заменить ими старенькие студийные Sony, но вокалисты их вряд ли оценят. Там важно, как будет звучать голос, а остальным лучше подключить уже внутриканальный мониторинг. Еще раз повторюсь, идеальная выверенность исследования таргетов не всегда приносит положительные плоды. Все это должно делаться с умом и преследовать конкретные цели. Здесь же просто накрутили нейтральный звук, который, как он есть, мало кому интересен. Исключение — различные любители металла. Они часто выбирают очень странные с акустической точки зрения вещи. Но никаких проблем здесь по большому счету нет. Все чисто, четко и довольно выразительно. Переходя на такие с MDR-7510, я бы без сомнения очень радовался. После DT-770 Pro это вообще островок покоя и стабильности, но не после тех же Sivga или других моделей, нацеленных на красивое и очень эмоциональное звучание. Итогом закрытые динамические наушники Mondrop Joker выглядят как мониторные наушники, сделаны как мониторные наушники, сидят как мониторные наушники и звучат как мониторные наушники. Вывод очевиден: это мониторные наушники. В них можно мониторить звук, заниматься мастерингом, сведением, монтажом видео и всем остальным, что включает в себя скрупулезное внимание к звуковой дорожке и ее обработку. Ровно то же самое мы видим и в других студийных решениях от Sony, Panasonic, Beyerdynamic или Sennheiser. Слушать их, откровенно говоря, скучно, но все точно, четко выверено и с отличными характеристиками. Я из такого уже давно вырос, но тем, у кого до сих пор бюджетные Sony или Beyerdynamic, вполне можно присмотреться. Такая замена даже на пользу. Что сказать, это довольно бюджетный, но все-таки профессиональный инструмент. Кому такое нужно, можно приобрести. А на этом у меня все. Это были
были наушники Moondrop Joker. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Подписывайтесь на них. Всем, друзья, добра!